Привет, мой уважаемый зритель, с вами Финемор. Сегодня мы разберем еще одну очень интересную тему. Уверен, что пищи для размышлений будет очень много. Итак, почему мы обязаны говорить людям в одной ситуации «вы», а в другой «ты»? С малых лет ребенка начинают ломать, заставляя его выкать старшим. Ребенок – существо пока еще чистое, еще не отравленное обществом, поэтому обращается на «ты» ко всем без исключения. И это правильно. Наше общество твердо настаивает на том, что обращение на «вы» говорит о большом уважении к старшим. Ну а теперь, как обычно, давайте включим свою логику и разобьем вдребезги всю эту чушь. Итак, разве мы уважаем человека, который, пользуясь своим высоким служебным положением, постоянно унижает нас? Наоборот, мы его презираем и ненавидим. Таким человеком может быть кто угодно. Плохой учитель, воспитатель, сотрудник ГИБДД, начальник, директор, министр, инструктор и тому подобное. Но по какой-то неведомой нам причине мы просто обязаны соблюдать все эти социальные законы и говорить им всегда «вы», иначе нас не поймут в первую же секунду нашего разговора. Но никаким уважением здесь не пахнет точно. Вот вам и другой пример. Всех членов своей семьи мы называем на «ты». Разве мы не уважаем их? Наоборот, это самые близкие и любимые для нас люди на земле. Вы, уважение, да это полная чушь. Своих детей, любимых друзей мы называем только на «ты». Даже к царям обращаются. Не вели казнить, выслушай, царь-батюшка. Завершим эту иерархию своим обращением к Богу. Всегда только на «ты». Вот еще пример. В жизни каждого из нас звучала знакомая фраза «предлагаю перейти на «ты». Разве вы это не слышали? Это своего рода трансформация отношений от холодных к теплым и дружественным или любовным. Это своего рода прогресс в отношениях, момент соприкосновения двух личностных пространств в одно единое поле доверия. Таким образом, в цепи эволюции «ты» на порядок превосходит «вы». Итак, на «ты» мы обращаемся к самым дорогим и любимым, тем самым сближая дистанцию и показывая доверие. Откуда же взялось это непонятное и странное выканье? Как обычно, ответ оказался на самом видном месте. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова и так далее. И тут вдруг оболваненное стадо начало подозревать, как такое может быть. Мужик мужика, выходит, рожал. Но это не совсем так. Все дело в том, что твари по своему строению двуполые, то есть гермафродиты по рождению. Их пол циклично меняется в зависимости от фазы Луны. Когда они расплодились в достаточном количестве, то стали похищать человеческих девушек для создания гибридной расы. Естественно, получается генетический мусор с массой физических уродств и тем же признаком гермафродитов. Вот именно к таким полулюдям и стали обращаться на «вы», то есть к двум полам одновременно. Вот вам еще одно дополнение. На «вы» обычно обращались к одержимым людям, когда непонятно, какая сущность в данный момент времени говорит с вами, сам человек или его черти, засевшие глубоко внутри. Ну вот, теперь все встает на свои места, даже с точки зрения грамматики. «Ты» – это единственное число, «вы» – множественное. А степень уважения оценивается, поверьте мне на слово, совсем по другой шкале. Что же делать нам теперь с этими знаниями? Сейчас многие из вас об этом подумали и спросят меня в комментариях. Но я лишь маяк, указывающий своим светом вам путь во тьме. Но выбор всегда остается за тобой, и каждый сам выбирает свой путь. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.